А вместо сердца пламенный мотор. Вот что можно сказать про теплодаровскую печь-камин длительного горения с наддувом воздуховентилятором Meteor 150. Есть у нее еще модификация 220. Да? Давайте коротенько, в 2 минуты, как я обычно, расскажу про эту печь. Смотрите, да, про вентилятор мы говорим чуть позже. Помимо всего прочего, печь действительно длительного горения, и для этого у нее хорошо проклеена шнуром не только дверка, но и зольный ящик. Мне очень понравился теплодар, в этом случае меня сильно порадовал. Обратил внимание на толстостенный и очень тяжелый колосник. Честно говоря, не всегда бывает даже у банных печей. Скат под уголь, полноценный дожик, вы видите, да, сделан на задней стенке. Очень здорово. Но, конечно же, самым главным преимуществом этой печи является вентилятор. Он расположен в задней и нижней части. Вот я его сейчас прямо вот достану. Вентилятор засасывает воздух снизу, так что его можно подвести с улицы и гонит через направляющие вот через эту решетку. На самом деле я уже устанавливал подобные устройства на гораздо большие объемы, чем заявлено, особенно если мы на трубу этого девайса ставим замечательный натрубный экономайзер или конвектор. Ну, помимо всего прочего, здесь можно приготовить также и пищу, и вы видите полноценные чугунные кольца, на которые можно поставить там, скажем так, сковородку, чайник или там, например, какую-то кастрюлю. Вот. Ну, а если вы видите это видео у нас на YouTube-канале, то советую подписаться на нашу группу ВКонтакте, лучшую группу по банной вентиляции, ссылочка на которую будет под этим видео. И всего вам доброго!